Чао-чао, смотри, с этими ерундистиками фигуры. Вот такая история. Ну, такой полукруг. Такой полукруг. Один более вытянутый, другой более округлый. Если мы сделаем так, бамс, получилась такая кукурузина. Или кукурузина. Если сделать так, то получаются ножки. Почему они здесь? Если мы посмотрим на верхнюю кукурузину, верхнюю часть, то вот здесь будет эта ключичная ямка. Чтобы было проще понимать эту кукурузину, мы смотрим на девушку чуть сверху. И это красиво. Да. Вот, например, ключичная ямка. И вот эти ключицы, они идут так и так, допустим. Вот они. А потом вот так. Потом вот так. Почему я про это говорю? Потому что я неправильно делаю. Вот, например, у нас верх грудной клетки. Мы думаем, вот если посадить сюда такой шарик, то будет плечо. Если посадить сюда такой шарик, то тоже будет плечо. Ну окей, мы посадили эти шарики. Так, я, наверное, не вертикально, не так видео записываю. Ну-ка, перевернись. А может вот так. Может он нормально запишется, не знаю. Я обычно делаю так. Сюда ставлю точку, сюда ставлю точку. Здесь у меня кости плечей. Сюда ставлю точку, сюда ставлю точку. Здесь у меня эти кости, как называются, вот эти, типа вертел, что ли, или как, ну, такая фигня. И у меня уже есть такая структура. Две вот этих штуки, они могут быть также вот так. Тринс, тринс. Это девушка. Потому что нижний полукруг, он больше. У девушек попа больше. Не потому что они плохо над ней работают, а потому что анатомически так получается, что у них верх тела ощутимо, ну, плечевой пояс меньше, чем вот это вот расстояние между бедрами. Нет, не между бедрами. Расстояние от этих костей. И я делаю так. Примс, примс. Вот это мой плечевой пояс, вот это тазобедренный пояс. Я могу сделать вот так, когда вот такие будут ноги, как будто бы она попу оттопырила. Я могу сделать так. Тогда она просто стоит скучно. Лучше, я думаю, с попой. Сделал вот так. И вот здесь висят вот эти вот точки. Кости, из которых выходят бедренные кости. Это прям важно. От них я делаю линию, и получается нога. Делаю линию, получается нога. Из этой точки я делаю линию, получается рука. Делаю линию, получается рука. Окей. Вот здесь пам-пам, локоть. Вот здесь пам-пам, сама кисть. Вот здесь я беру, смотри, и так продолжаю. Опа. Вот эта вот кисть получается, а потом я делаю так. Опа. А потом делаю так. Опа. И, в принципе, все про кисть. Я там особо больше ничего не делаю. Так, продолжим. Раз. Такая немножко загнутая линия. Немножко такая линия. Между ними так. Опа. И вот такая кисть. Теперь, дальше, что я делаю? Мне нужно форму груди построить. Я думаю, вот у меня есть такой... такая часть этой горошины или как бобины, блин, я не знаю. Вот мой плечевой пояс. Вот на нем вот эта вот ямка яремная. Я думаю, чтобы посадить туда мою голову, не мою, ее голову, мне нужно сделать так. Оп, оп. И получились линии шеи, которые идут к ушам. Мне нужно посадить сюда голову. Это такая система круг, посаженный на такую призму. Если рисуешь сверху круг, а снизу призму, то плюс-минус получается похоже на голову. Ищем точку на лбу, откуда начинаются волосы. Примс, линию, примс, линию. И добавляем волосы. Вот она уже молодец, не лысая. Ну тут это подкорректировать. Чем уже подбородок, тем может быть симпатичней. И вот эти линии, видишь, они идут туда к ушам. И являются частью нашей шеи. Шею можно вот так накидать. Теперь мы думаем, на спине есть, видно вот такие вот мышцы. У мужиков лучше видно, у девушек поменьше выражено. Но если мы нарисуем вот эту штуку, и она соответствует вот этому обрису, то мы не ошибемся. И от этой штуки теперь вверх так тык, тык,
теперь вот это место. Тут солнечное сплетение, яремная ямка. Пэм. Вот ее нашли, накидали, и от нее сделаем такую структуру. Оп. Можешь проследить, например, там прощупать у себя ребра, примерно такая ситуация будет. И видишь, я вот это акцент, это акцент, это акцент, это акцент. Вот так мы описали общую структуру груди. Теперь мы думаем плечи. Просто вот хорошо это делать вот так. Сюда такую штучку, сюда такую штучку. Хорошо, если они с такой, вот здесь вот, с такой засечкой. Сначала пыным, а потом вот так. Пыным, а потом вот так. Окей, эта структура у нас получилась. Смотри, такие же штуки мы ложим сюда. И сюда. Вот получается у нас такая форма. И теперь вот из этих штук мы идем сюда. Вот получается тут часть руки. Из этих штук идем сюда. И вот такая бодрая девица. Она идет что-то хватать. Может, пирожники. Ну, она утрирована с анатомией. Прям раскачана. Тут тоже делаем такую легкую структуру. Видишь, как я рисую? Это вот такая вот фигня, которая рисуется не тщательно, а постепенным нажатием уточняется. И просто свожу вместе вот этот, и вот этот, вот этот, и вот этот, вот этот, и вот этот. Видишь, такими линиями, которые приходят к вот этим мышцам. Тут не совсем правильно, но на это можно пока забить. Потом ты думаешь, вот есть такая структура, и со спины есть мышцы, которые идут сюда. Тут не видно, тут их немножко показываешь. И вот это все, что нужно знать про эти мышцы. Потом ты думаешь, вот такая штучка есть, и вот такая штучка есть. Нарисовала и забыла. Теперь думаем про грудь. Это прекрасно же. Вот так она идет. Сначала рисуем то, как она ложится на грудную клетку. Это всегда вот так. Она может быть 5-го размера и свисать сюда, но она сначала ложится на грудную клетку, и это вот такая история. А здесь вот такая история. Тынц, тынц. Теперь здесь мы рисуем такие шарики. Рисовать их просто, потому что мы ложим их вот в эту структуру. Теперь сосок. И теперь немного тени. Вот так. И вот так. Окей, получилось, похоже на грудь. Можно так подчеркивать. Ну, сначала одно делаешь, потом переходишь к другому, и получается более живое рисование, чем если все время прорабатывать одну и ту же историю. Теперь бедра. Это такая структура. То есть мы нашу вот эту вот бобину, не бобину, горошину, фасоль, короче, берем и делаем ей как будто бы разрез. Мы показываем, что эта фигура имеет толщину. Если ее вот так вот разделять, то мы увидим... это странно, такой срез. То я больной извращенец, что ли. Это спереди. Если смотреть вот в этой проекции, то история двигается вот таким образом. Вот так. Пупок здесь. И теперь у нас есть опора. Теперь мы думаем про ноги. Ноги — это такая тоже большая структура. Тоже большая структура. Там идет попа. Рисуем круг здесь. Вернее, такой овал. Здесь. А вот здесь вот такие небольшие фасолины, про которые я говорил, что они могут вываливаться, если много лишнего веса. И теперь вот эти вот фасолины мы берем, и так же, как с руками мы поступали, берем вот так, соединяем. Тут тоже круголем рисуем коленку, Немножко тени образования. И немножко тени сюда. И немножко сюда.
все эти штуки соединяем. И, в принципе, ну, такое понимание уже получилось. Теперь нам нужно провести линии пресса. Он идет вот так. Вот эта история. Примерно так. То есть такая структура, вот она. Она ложится по вот этой линии, которую мы уже нарисовали. И, соответственно, в тень она попадает вот примерно здесь. Вот, получилась такая структура. Линия груди приходит к плечу. Помнишь, мы тут делали засечку? Эту историю можно обобщать. Можно и не обобщать. Это как тебе нравится. Думаем, что свет отсюда. Поэтому вот это все в тень. В тень. Вот это, допустим, тоже в тень. И вот это в тень. И вот это в тень. И вот это в тень. И волосы тоже в тень. И я подчеркиваю то, как переходят вот эти вот мышцы. Немножко прорабатываю. Ну, тут плюс-минус. Нужно немножко врубиться в анатомию и погонять эту историю. Вот ключицы. Вот шейные мышцы. Вот грудь. Это все тоже в тени. И, по сути, тут нужно найти бы линию терминатора. Но я покажу это тогда в следующем уроке. В следующем уроке давай ты сделай результат по вот этой вот, по этому алгоритму. Если ты научишься рисовать такую утрированную женщину, то легко нарисуешь и реальную женщину. Потому что тут плюс-минус все вот эти вот моменты, они разобраны. Так, по очень-очень-очень-очень-очень простому. На руки, если вот такие вот хищные, то вот так очень просто рисовать и эффектно смотрится. Все, чау-чау, пока.